Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости острова Кипр. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что произошло с рынком жилой недвижимости целой провинции Ларнака, куда входят достаточно много больших областных опять, извините, как в Украине начинаю говорить, куда входят муниципалитеты, города, там порядка 6 городов-муниципалитетов входит. О всех этих муниципалитетах-городах поговорим очень подробно. Использовать будем в своих рассуждениях, конечно же, статистические данные и с помощью цифр попробуем разобраться в процессах, которые происходили в целой провинции Ларнака. В конце видео и подведем итоги. Я буду говорить о тенденциях длиной в 1 год, сравнивать будем июль 2026 года с июлем 2025 года. И, конечно же, я сделаю прогнозы до конца 2026 года о том, что будет происходить с рынком жилой недвижимости провинции Ларнака. В конце видео также, друзья, когда будем говорить о прогнозах, я познакомлю вас с свежие данные, которые служба статистики опубликовала острова Кипр, и в том числе Евростат дает эти данные. За первый квартал 2026 года поговорим о макроэкономических показателях, которые характеризуют развитие экономики острова. И я, вот так сказать, используя научную методологию, метод многофакторного анализа и отталкиваясь от макроэкономических показателей, попробую, так сказать, спрогнозировать или же предположить, что будет происходить с недвижимостью до конца 2026 года. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Я думаю, что вам будет интересно. Интересно увидеть не просто красивые картинки, как мои коллеги, блогеры любят показывать море, красивые мужчины, женщины, яхты, машины и всякую фигню, да? А будем говорить действительно о недвижимости и о недвижимости, которая выражается в цифрах. Это самый, так сказать, правильный и точный метод статистического анализа, который позволяет действительно понять, а что же произошло с рынком недвижимости острова. Друзья, традиционно начинаем с административно-территориального деления. Остров Кипр делится на две части. Южная часть живут греки-киприоты, и северная часть живут, естественно, турки-киприоты. Входит административно-территориальное деление 6 провинций. Сегодня мы говорим о провинции номер 4 Ларнака. Итак, друзья, перед вами следующий слайд. Здесь также мы будем говорить о административно-территориальном делении уже не острова Кипр, а провинции Ларнака. Видим, Google Map отрисовывает нам вот такую красивую картинку. Это именно провинция Ларнака, куда входят, давайте раз, два, три, четыре, пять. Я сказал 6, да, ошибся. 5 крупных городов-муниципалитетов. Итак, муниципалитет Ларнака, муниципалитет Арадипу, муниципалитет Ливадия Ларнака, муниципалитет Драмалаксия Мену и общины провинции Ларнака. То есть на карте красными пятнышками я продиктовал вам 4 крупных города-муниципалитета, а все вот остальное, вот это агломерация общин, которые также имеют свое название. И в дальнейшем будет все эти названия, вы можете посмотреть там, где есть рынок недвижимости, и увидеть, что произошло с рынком недвижимости. А следующий слайд посвящен уже, друзья, непосредственно недвижимости. Будем говорить как о новом, так и о старом жилье. Давайте сразу договоримся, что новое жилье – это квартиры, которые сданы в эксплуатацию. Они отличаются от старого жилья большей площадью, более комфортными условиями проживания. И дома сделаны из более, так сказать, энергосберегающих, энергоэффективных материалов. Вот так гласит молва от компаний-застройщиков. Хотя я живу в доме, который относится к классу, естественно, С. Ну, почему естественно? Потому что выбирал сознательно именно дом, а не многоквартирный, так сказать, многоквартирный дом. Поэтому разницы, если честно, не чувствую, но мы говорим сейчас по факту классификации, которую не я придумал. Итак, на вашем экране у нас карта
муниципалитета Ларнака и говорим о новых квартирах. Новые квартиры класса И, Б показали стоимость в конце июля 3012 евро за квадратный метр. И видим динамику роста за месяц 0,17%. Если вы посмотрите вниз, здесь также карта, которая дублирует те показатели, которые только вам перечислил. Единственное, что здесь уже административное территориальное деление самого города, муниципалитета Ларнака на районы, микрорайоны или же ценовые зоны, ну так называют картографы. Вы можете посмотреть историческое название того или иного микрорайона и посмотреть, как достаточно сильно меняется стоимость квадратного метра в зависимости от локации. Внизу подытоживающие данные, которые я перечитывать не буду, потому что они вот на карте здесь, и мы уже о них говорили. Давайте посмотрим, что же произошло в период сравнения уже 1 год с новым также жильем муниципалитета Ларнака. Здесь мы видим период исследования июль 2025 год, 2927 евро. В июле 2026 года это уже 3012 евро, что в годовом измерении, смотрим внизу, вот здесь красным шрифтом, нам показала динамику роста 2,90%. Друзья, это вполне адекватное поведение рынка. Почему адекватное, я вам расскажу в конце видео, когда мы будем говорить о макроэкономических показателях. То есть все дорожает, недвижимость является также у нас, друзья, что товаром. Поэтому совершенно логично, товар должен дорожать, потому что, в общем-то, наблюдается определенная инфляция. Об этом всем чуть позже. Следующий слайд у нас посвящен также муниципалитету Ларнака, но только уже будем говорить о старом жилье С, Д, Е, Ф. Это, еще раз напомню, друзья, многоквартирные дома. Сюда не входят домовладения и не входят, конечно же, крупные вот эти коттеджи. Но это все домовладения на самом деле. Поэтому это мы говорим сейчас только исключительно о многоквартирных домах. Итак, мы видим, что 2393 евро стоимость квадратного метра старое жилье. И подорожало она чуть больше, на 0,21% в сравнении с новым жильем. Для сравнения видим новое, старое, да, стоимость и динамика роста. Внизу можете посмотреть по локациям, которые вас заинтересуют. Здесь мы видим, в общем-то, большой разброс по стоимости квадратного метра, но подытоживающие данные, они соответствуют тому, что вот мы уже проговорили с вами. Переходим уже к следующему городу, не следующий город-муниципалитет, а тенденции, что произошло со старым жильем города-муниципалитета Ларнака на протяжении 12 месяцев или 1 года. Период сравнения тот же у нас, естественно, будем говорить о июле 2025 года, где видим стоимость старого жилья данного муниципалитета составляла 2308 евро за квадратный метр. И в июле 2026 года это 2393 евро за квадратный метр, что показало динамику роста внизу красным шрифтом, друзья. 3,65% за год подорожала недвижимость, старое жилье. Естественно, мы увидели чуть больше, чем новое. Но опять же, повторюсь, это вполне разумное поведение. Почему? Потому что старое жилье, оно и дешевле стоит, и с точки зрения, так сказать, даже инвестиций, мы потом будем говорить об инвестициях. В конце я чуть-чуть буквально затрону аренду. Это пассивный доход, который получает человек, который приобрел недвижимость. И в зависимости от класса рынка недвижимости он получает или больше пассивный доход, или меньше. Но это все будет в конце видео, досмотрите. А вот теперь уже следующий город-муниципалитет Арадипу. На карте он таким пятном выделен, да, помните, Сайпрус, от слова медь. Ну, не знаю, я вроде как не дальтоник, но вот отобразил таким, мне кажется, цвета, так, ну, может быть, не совсем меди, но желтый такой темный цвет. Итак, мы говорим о новом жилье. Новое жилье в муниципалитете Арадипу составила на конец июля 2026 года 1865 евро за квадратный метр. Вот посмотрите, какая большая разница между Ларнакой и Арадипу. Вы уже увидели, да, по цифрам.
Там 3000, здесь 1800, ну, чуть ли не в 2 раза. И здесь мы, друзья, видим, что снижение стоимости за месяц минус 0,11%. В разрезе локаций или ценовых зон можете посмотреть, название присутствует, то есть вы можете, так сказать, посмотреть интересующую вас локацию. Смотрим, что произошло за год в муниципалитете Арадипу. Период сравнения июль 2025 года 1832 евро. И в июле 2026 года 1865 евро, что показало, друзья, незначительную динамику роста. Вот так внизу смотрим. Это всего лишь 1,76%. Но, друзья, посмотрите, какой интересный путь прошел рынок недвижимости муниципалитета Арадипу. Если Ларнака, первичка, вторичка, новое жилье, старое жилье показывало нам рост 2% и чуть выше, то здесь мы видим, что, друзья, рост наблюдался в 2025 году до января 2026 года. А с января 2026 года медленно и уверенно видим динамику снижения. И похоже, что это уже тренды, так как прошло у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, нет, ну, уже близко к трендам. Тренды – это долгосрочные процессы. Если, как правило, почему я это говорю, у меня достаточно большой опыт наблюдения за рынками. Если где-то 7-8 месяцев, помните, как грузин говорил, 7-8 где-то. Так вот, ну, хоть я не грузин, но примерно 7-8 месяцев, и уже до конца года мы точно будем видеть динамику снижения. То есть вот это называется тенденцией. Итак, переходим к также уже старому жилью муниципалитета Арадипу. Видим, что здесь разница в 200 почти больше евро стоимости квадратного метра, 1608 евро. И также динамика снижения минус 0,12%. Внизу табличка, экселевские данные, все можете посмотреть по локациям, перечитывать как бы нет смысла, а подытоживающие данные есть на карте, которую мы проговорили. Следующий, друзья, слайд посвящен тенденциям, что произошло со старым жильем в муниципалитете Арадипу. Период сравнения июль 2025 года 1586 евро за квадратный метр и июль 2026 года 1608 евро за квадратный метр. Заметьте, друзья, что динамика примерно та же самая, то есть рост 2025 год до января месяца, и с января почему-то в муниципалитете Арадипу стала снижаться стоимость квадратного метра как нового, так и старого жилья. Но в целом, если мы посмотрим, красная черта, за год остается положительная динамика роста 1,41%. Но это уже, друзья, в общем-то, нелогично поведение рынка. Почему нелогично, расскажу в конце видео, когда будем говорить о макроэкономических показателях, которые характеризуют развитие экономики острова. Следующий слайд, друзья, посвящен муниципалитету Ливадия Ларнакас. Здесь мы видим новое жилье. 2532 евро стоимость. И снижение, друзья, внимание, опять, это уже второй город-муниципалитет, минус 0,08% за месяц. Внизу дублирующиеся данные, только уже в экселевской табличке. Давайте посмотрим, что произошло с данным муниципалитете за один год. Период исследования июль 2025 год 2521 евро. И в июле 2026 года 2532 евро. Посмотрите, картинка повторяется, как и в муниципалитете Арадипу. Только здесь рост продолжался до февраля месяца. И с марта месяца уже мы видим динамику снижения нового жилья. Это всего лишь 5 месяцев. То есть это могут быть колебательные процессы. Но что-то мне подсказывает, что два города, которые синхронно показывают отрицательную динамику снижения, ну, в одном 6 месяцев, в другом 5, это уже ближе похоже на тенденции. Хотя утверждать пока еще не берусь, слишком короткий период сравнения. Смотрим, что произошло в Ливадии Ларнакас уже со старым жильем. А вот здесь динамика роста, друзья. Плюс 0,23% всего лишь за один месяц. И стоимость 2177
евро за квадратный метр. Ну, разница вы можете посчитать, да, сколько там 380, ну, почти по 400 евро, ну, не 400, 380, 300, наверное, 50. Разница большая между новым и старым жильем. Может быть, поэтому старое жилье показывает положительную динамику роста за месяц. Но давайте посмотрим, что произошло в течение года. А в течение года совсем другая картинка. Видим, что стоимость квадратного метра в июле 2025 года 2017 евро. И на протяжении всего периода времени видим динамику роста. 2177 евро. Это у нас и июль месяц 2026 года, что в годовом измерении показало динамику роста плюс 2,83%. Посмотрите, какая большая разница в поведении рынка. Я предполагаю, что новое жилье в Ливадии Ларнакас или Ларнакас, это много было построено и выставлено на продажу нового жилья. Ну, новое жилье – это первичный рынок. Когда оно вводится в эксплуатацию, оно переходит в категорию вторичного рынка. И, соответственно, вот этот избыток товара на рынке и мало покупателей вызывает что? Корректировку стоимости товара, что, собственно говоря, мы и наблюдаем по новому жилью. А вот по старому жилью здесь, наоборот, мы видим, что так как оно более дешевле, бюджетнее, стоимость продолжает расти. Следующий слайд посвящен драмалаксиамену. Здесь, друзья, мы видим, что небольшой, в общем-то, муниципалитет, город, рынок недвижимости, ну, не то что слабо развитый, но в основном новое жилье, и где мы видим, что в выборку попало новое жилье, видим, что 2295 евро стоимость квадратного метра, динамика роста 0,09% за месяц. Небольшое, но все-таки видим, что динамика роста. Давайте посмотрим, что произошло за год в данном муниципалитете. Июль 2025 года 2289 евро. А здесь вообще интересный рынок недвижимости себя вел. Смотрите, рост до, это какой у нас, 8 месяц, да, до августа 2025 года. Потом снижение до января 2026 года. И опять незначительная динамика роста. Но в итоге мы увидели незначительную динамику роста всего лишь за год 0,23%. Ну, это еще тоже не тенденции, ну, всякое может быть, друзья, поэтому я, как оно называется, не берусь сейчас судить о том, что будет, пока тенденции не вижу, но все может быть, что мы увидим в следующем месяце опять динамику незначительного снижения. Ну, посмотрим, потому что как-то так вот такие эти самые, хотя аппроксимирующая кривая, я сглаживаю это все равно, как нестабильно себя ведет рынок недвижимости в данном муниципалитете. Следующий у нас, так, вот это мы уже посмотрели. Да, общины, значит, которые входят, или агломерация общин, можно так назвать, которые входят в провинцию Ларнака. Здесь очень быстро пройдем. Апартаменты новые показали снижение за месяц минус 0,41%. Можете посмотреть по населенным пунктам. Это населенные пункты, разбросаны по всему, так сказать, по всей провинции Ларнака, начиная от побережья, предгорья и выше. А вот за год видим, что произошло. И за год видим, что динамика снижения присутствует минус 1,91%. Но это среднее арифметическое число по всем, так сказать, населенным пунктам, которые входят в агломерацию общин провинции Ларнака. Мы говорим сейчас о новом жилье. Смотрим следующий слайд, который посвящен старому жилью. И также будем говорить о агломерации общин провинции Ларнака, только старое жилье. Вверху колебательный процесс длиной 1 месяц, незначительная динамика роста, плюс 0,12%. А внизу, друзья, видим, что за 1 год вот эта агломерация общин провинции Ларнака, старое жилье показало все-таки положительную динамику роста, плюс 1%. Вот так вот интересно себя ведет. То есть первичный рынок явно был переоценен и показал в итоге снижение. Первичный рынок, я имею в виду новое жилье, прошу прощения.
А вот рынок, который старое жилье, в силу своей, так сказать, небольшой стоимости, показывает динамику роста. Переходим, друзья, к следующему. Если вы утомились, уже заканчиваем. Ну, мне кажется, вот это цифры не могут обманывать. И красота цифр заключается в том, что если человек может разбираться со статистикой, то, вот, как правило, и не манипулировать данными, то, как правило, у вас в голове появляется очень четкая картинка происходящего на рынке недвижимости целой провинции. Итак, мы будем сравнивать уже, что произошло. Новое жилье провинция Ларнака за один всего лишь месяц. Но подытоживающие данные. Итак, мы видим, что красная черта, видите? Ничего не произошло за один месяц. Где-то мы видели снижение, где-то рост, ну, по муниципалитетам. В итоге вот это среднее арифметическое число, оно равно также среднеарифметическому числу, которое мы наблюдали в июне 2026 года. То есть с недвижимостью ничего не произошло, хотя где-то стоимость поднималась, где-то снижалась. Что произошло со старым жильем? А старое жилье показало динамику роста 0,13% и в июле 2026 года составила в среднем стоимость квадратного метра в целом по провинции Ларнака 1950 евро. Следующий, друзья, слайд, это предпоследний слайд. И здесь мы будем говорить уже, что произошло за год в провинции Ларнака. Подытоживающие данные будем говорить. Итак, где-то снижалась, где-то росла стоимость. И видим, что в целом по провинции новое жилье показало в годовом измерении динамику роста всего 0,87%. Друзья, ну это вот совсем нелогично поведение рынка, да. Единственное, что я могу отметить здесь, это мы говорим о новом жилье. Логично себя ведет новое жилье именно в городе, муниципалитете Ларнака. Ну, где-то плюс-минус Арадипу новое жилье. Все остальное – это Ливадия Ларнакас, Драмалаксия Мену и общины провинции Ларнака или агломерация общин показывают неадекватную динамику поведения рынка, то есть снижение. Почему неадекватное? Наберите терпения, следующий слайд все вам объяснит. ЦДЕ – это у нас старое жилье. Оно подорожало в той же провинции Ларнака, подорожало на 2,40%. Вот посмотрите, разница, конечно, очень сильная в стоимости квадратного метра. Наверное, именно поэтому остается спрос на недорогое жилье, и мы видим динамику роста. Здесь адекватное поведение 2,40% роста. А вот неадекватное поведение, когда рынок переоценен, предложений много, желающих купить мало, и вот мы видим вот эту динамику, так сказать, незначительного роста, или же великая и могучая рука рынка. Помните такой известный Адам Смит, у которого была теория о великой руке рынка. Вот там он это все описывает, и я, в принципе, тезисно вам об этом также рассказываю. Смотрим следующий слайд, и этот слайд посвящен аренде рынка жилой недвижимости, новое жилье в целом по провинции Ларнака. В годовом измерении видим, что сравниваем июль 2026 года с июлем 2025 года. По локациям или по городам можете посмотреть. Аренда везде, в общем-то, положительная динамика. В целом по провинции 2,20% роста в течение года. Это вполне адекватное поведение рынка. Естественно, радует Ларнака. Жилье, кто сдает свое в Ларнаке, новое жилье, оно показывает динамику роста за год почти 4%. Это ни одно финансовое учреждение на Кипре вам такой пассивный доход не обеспечит. Если говорить о рынке старого жилья в аренде, то здесь у нас вообще красота 3,84% роста аренды за год. Напомню вам, что вот здесь цифры, которые характеризуют 1, 2, 3 и выше спальни в многоквартирных домах. То есть апартаменты с 1 и там 3 и выше спальни. То есть вот это все среднеарифметическое число. Но я показываю вам итог 3,84%. Ну, шикарно, просто пассивный доход. Очень даже по сравнению с
первичным, с новым жильем, ну, вполне мы видим на 1,5% больше. А вот теперь об адекватности поведения рынка по предложениям и рынка по аренде объяснит нам вот данные, статистические данные, которые любезно предоставляет Евростат и служба статистики острова Кипр. Мы видим, что первый квартал, да, 2026 года это внутренний региональный продукт, то есть основной индикатор, который характеризует развитие экономики. Даже вот подчеркнул вам, какие основные отрасли у нас, что называют, являются лидерами. Это ритейл, то есть розничная торговля, ремонт автомобилей, информационные технологии и коммуникации, финансовые и какие-то там эти самые страховые услуги. Да? То есть всего 4 сегмента экономики. Строительная отрасль здесь, друзья, отсутствует от слова совсем. Ну вот так получилось. И смотрим, что же произошло у нас с внутренним валовым продуктом целого острова Кипр. Сравнивая первый квартал 2026 с первым кварталом 2025 года, мы видим, что экономика, друзья, охлаждается. То есть, если здесь 3,6, второй квартал 3,7% роста, это все мы говорим о росте. Здесь уже 3,6, здесь незначительный, но это всегда бывает к концу года небольшая динамика роста, 4,3%. То первый квартал 2026 года показал нам охлаждение экономики до 3%. 3,6, ну, несложно, да, увидеть, что это снижение внутреннего валового продукта. То есть это тревожный, друзья, сигнал. И как бы это говорит о следующем. Давайте следующий посмотрим слайд. Здесь мы поговорим о инфляции. Инфляция, видим, да, апрель 2026 года 2,8 составила. Вот такой вот график видим. Что такое инфляция? Напомню вам, друзья, кто забыл, есть закон стоимости, который гласит о следующем, что любая экономика работает сбалансированно, если товары и услуги, которые производятся в этой экономике, они соответствуют деньгам, которые, в общем-то, в обороте. Это и фиатные деньги, это и денежные агрегаты М0, М1, ну и там денежные обязательства страны и так далее. Да? То есть все вот эти денежные агрегаты и финансовые, вернее, и фиатные деньги должны соответствовать выпущенным товарам и услугам. Напомню вам, что недвижимость является таким же товаром. И вот если денег в обороте больше, то за эти обесцененные деньги можно все меньше и меньше купить тех же самых товаров и услуг. Вот это и называется инфляционные процессы, когда обесцененные деньги не дают возможность приобретать такое же количество товара, который вы приобретали, там, условно говоря, год назад. То есть на 2,8 деньги обесценились. Вот это инфляционные процессы. То есть мы увидели, что это, в общем-то, ну, для Евросоюза, в принципе, нормальная цифра, но для товара и услуг переходим к аренде. По аренде видим, да, если на 2,8 обесценились, так сказать, эти самые деньги, проценты, то должна, нет, вот это да, не аренда, то должна как минимум на 3% вырасти недвижимость. А она выросла всего лишь в целом по новое жилье по провинции Ларнака, ну, на 1%. То есть, по сути, она обесценилась. То есть, инфляционные процессы обесценили вашу недвижимость. Единственное, что могу сказать, в Ларнаке недвижимость сохранилась в своей стоимости. Это новое жилье, и старое жилье даже немножко подросло. То есть вот такая простая математика. Смотрим инфляцию и понимаем, если за год стоимость квадратного метра не выросла до 2,8 инфляция, да, то значит ваша недвижимость за год подешевела. Если она, допустим, там всего лишь на 1% или на 1,8, как в Родипу, выросла. А вот теперь давайте поговорим о стоимости денег, о пассивном доходе. Это вот третий вот этот, видите, показатель, я собрал их в кучку все. Это Центральный банк Кипра дает понятие о учетной ставке. Конечно, это тоже в апрельские данные. Учетная ставка 2,15%. Что такое учетная ставка? Напомню вам.
это стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг. То есть под такие деньги кредитуются коммерческие банки и уже кредитуют юрфизлиц там по другой процентной ставке, там больше 6, они, по-моему, я не видел. Ну, то есть вот эта маржа, ее посчитать очень просто. И также видим депозит. Депозит, если вы решили, допустим, положить свои 10 тысяч евро, то депозит 2% позволит вам получить пассивный доход. Сколько? 200 евро в течение года. Совершенно верно. А вот теперь об аренде. Потому что аренда позволяет нам также получать пассивный доход. Здесь мы видим, что пассивный доход в целом по провинции Ларнака 2,20%. Ну, это как бы ни о чем. Почему? Потому что это не совсем чисто операционный доход. Здесь надо вычесть налоги, вычесть амортизацию, ну и так далее. То есть получится меньше в итоге, чем депозит, который предлагает вам финансовое учреждение. То есть это не вариант себе приобретать недвижимость, которая не будет приносить вам пассивного дохода больше, чем в финансовых учреждениях. А вот со старым жильем здесь, друзья, динамика чуть-чуть получше. То есть, приобретая старое жилье и сдавая его в аренду, вы получите чуть ли не 4% пассивного дохода за вычетом налогов и амортизации на обслуживание квартиры. Но это пускай будет 3%. Все равно это как бы там 2%, а здесь 3% чисто операционный доход или пассивный доход, который будет генерировать старая недвижимость в том или ином населенном пункте, муниципалитете. Ну, в общем-то, видите, так вам постарался очень подробно рассказать о том, что произошло с недвижимостью. Провинция Ларнака. Давайте закрою сейчас, закрою показ слайдов и поговорим о прогнозах. Друзья, ну, в прогнозах я, еще раз говорю, применяю многофакторный анализ, показал даже частично вам несколько макроэкономических показателей, которые характеризуют развитие экономики. Так вот, я все-таки предполагаю, что стоимость квадратного метра до конца года будет незначительно расти в целом по провинции. И, ну, это логика, то есть до 3%, наверное, там 2 целых, может быть, меньше чуть-чуть, 0,8. То есть вот на уровень инфляции должна вырасти стоимость квадратного метра. Экономика работает сбалансированно, Кипр в еврозоне находится, потрясений нет никаких, внешние факторы, они хоть и присутствуют, но они незначительные. Это война на Ближнем Востоке, которая то гаснет, то возобновляется с новой силой. Но это такие конфликты, которые десятилетиями идут, и рынки на них не реагируют. Поэтому, в принципе, я предполагаю, что будет сделано все для того, чтобы, ну, сделано все это, я так сильно сказал, да, скорее всего, мы увидим, что рост стоимости квадратного метра в провинции Ларнака к концу года будет где-то порядка 3% в годовом измерении, что, собственно, по крайней мере, не удешевит недвижимость у тех людей, которые приобрели данную недвижимость там год назад, да. Это, мне кажется, очевидные вещи, и именно так работают в нормальных странах, где нет внешнего фактора серьезного, войны, как в Украине, да, именно так должны вести себя большинство рынков, а мы сегодня говорим о рынке недвижимости. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, вопросы пишите. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.